Здравствуйте, дорогие зрительницы и подписчицы моего женского канала «Магия Таро только для женщин». Предлагаю вашему вниманию Таро-прогноз на самое ближайшее будущее. Стучит, гремит, на порог ступает, дверь открывает. Это то, что вот уже прямо сейчас идет в вашу жизнь. Вот. И я прямо делаю сейчас выкладку 3 вариантов, и вы делаете свой выбор. Итак, стучит, гремит. Стучит, гремит, к вам просится. Первый вариант. Второй вариант. Третий вариант. На порог ступает. На порог ступает. Первый вариант. Второй вариант. Третий вариант. Дверь открывает. Первый вариант. Второй вариант. Третий вариант. Итак, расклад готов. Предлагаю сделать выбор. Тайм-код будет внизу под видео. Найдете там, где ссылка на Facebook, на Instagram мой, там же и указан тайм-код на видео. Первый, второй, третий вариант. Делайте свой выбор. Кому нужно время, ставьте на паузу. Я сейчас начинаю открывать первый вариант и сразу же трактовать. Итак, первый вариант. Я надеюсь, карты видны. Отлично. Видны. Итак, стучит, гремит. Ух ты. Что стучит, гремит вам, девочки? Вам стучит, гремит завершение какого-то тяжелого периода с каким-то королем кубков. Каким будет это завершение? Возможно, полное расставание, а возможно, просто переход на новый уровень, потому что дальше перспективы. Тут будем смотреть. Тут будем смотреть. Итак, десятка мечей. Что за тяжесть такая? Что за такой тяжелый, травмирующий, тяжелый опыт такой был с этим королем у вас? Так, что это? Луна. Очень может быть, что были тайные отношения с этим мужчиной. Императрица. Возможно, мужчина женат. Возможно, были тайные отношения. И что? Это завершение или что? Треугольник, да, треугольник. И опять тут тройка жезлов. Так, это завершается или это сейчас длится? Это начинается. Девочки, очень может быть, что к вам стучит, гремит какой-то мужчина, с которым могут быть такие вот, отношения непростые. Нужны они вам или не нужны. Возможно, они уже есть. Возможно, они были и вновь начинаются, вновь продолжение как бы. Вот, так. Хорошо, а о чем здесь тройка жезлов? Это же перспективы какие-то. О чем здесь тройка жезлов?
Какая-то ясность появится. Взятие ответственности. Такой попажу. Опять и опять. Вы знаете, если к вам будет возвращаться ваш бывший любовник, с которым были тайные отношения, который, возможно, в браке, то все тут будет как будто бы вначале он что-то будет прояснять, будет говорить, что да, буду вкладываться, беру за тебя ответственность, но вложения будут вот попажу, это по-детски, пажовские, минимальные вложения в вас какие-то, минимальная ответственность за вас, и опять вы жертва, и опять подвешенное состояние. Девочки, обратите внимание, вот здесь вот стучит к вам, гремит, хочет. Это, возможно, вы даже знаете, что какой-то мужчина либо хочет к вам вернуться, либо бывший ваш муж, либо бывший, либо это какой-то новый персонаж в вашей жизни, но тут вот вам предупреждение. Тут вам предупреждение. Либо вы уже закончили с ним отношения, вот этот тяжелый опыт закончили, вот, и он опять к вам будет стучать и хотеть к вам опять вернуться, опять с тем же треугольником, и единственное будет его как бы такое по умолчанию проявление, что типа вот теперь будет немножко все по-другому, теперь я буду как-то в тебя больше вкладываться. Это не так. Это опять начнутся та же самая ситуация. Короче, вот тут я вас предупредила. Кто предупрежден, тот вооружен. Идем дальше. Что на порог ступает? На порог ступает. Вот на порог оно и ступает. Вот повешенный был, сюда падал, что опять, если вы его впускаете в свою жизнь, опять вас подвесят, и вы будете в состоянии жертвы. Но тут показано другое. Тут показано, что вы проявляете свою какую-то силу и отвечаете ему по минимуму. С чем связано? С чем связана эта ситуация? С чем связан этот повешенный у нас? Может быть, это совсем другая ситуация? Давайте посмотрим. Так, с чем связано? Да, это с любовью связано. Туз кубков, да. Это вот этот повешенный, вот тут вот я говорила, что опять все равно вы выходите в жертву. Он все равно из вас будет делать жертву. Тут как бы на порог ступает, да, вот эта ситуация, что из вас хотят сделать жертву, да, эта ситуация связана с любовью. Но вы проявляете силу характера. Силу характера, и да, скорее всего, вы этого человека любите. Вот. Но вы ему тоже, он вам, помните, там был паж пентаклей? То есть он вкладываться в вас, что-то вам давать по жизни будет по минимуму, по-пажовски. И вы ему чувств тоже будете давать по минимуму. Младший персонаж в колоде. Так, ну, как бы справедливо, справедливо. Что еще тут? Что еще тут важно? Да, вот карта нужды, нехватки, недостачи. Вам этого мужчины, этих отношений, вам недостаточно того, что он будет давать. Этого недостаточно. Недостаточно. То есть, если действительно он в браке, если и внимания будет недостаточно, и финансового обеспечения будет недостаточно, и чувств, которые он к вам будет проявлять, это будет вам недостаточно. И что? И что? И вы, конечно, будете впадать в иллюзии, в мечты, что когда-то вот это все будет. Вот это вот тут все тут все изображено, но все это иллюзорно. Это все иллюзии ваши. Вот тут вам конкретно идет предупреждение, девочки. Такое прям предупреждение, что вы, знаете, какое? Тут как будто бы вы это уже проходили. Понимаете, как будто вот тут вот такое вот, были вы уже в такой ситуации, знаете вы уже ее. Если для кого новое, то тоже, понимаете, тут вот уже история рассказана. Придет, как говорится, влюбитесь, и началось.
Если человек не свободен, так вот и будет. Очень-очень как бы... Человек может быть даже не в браке, но на нем еще есть какие-то обязательства. Возможно, это родительская семья, возможно, это его дети, возможно, это его какая-то работа специфическая, в которую он погружен. Тут вот конкретно, вот тут что-то такое, что будет постоянная вот эта нехватка. Постоянная нехватка. Вам? Так, хорошо. Мне вот на эту ситуацию хочется вам взять совет. Королева мечей. Включать голову, в первую очередь, это самый умный женский персонаж в колоде. Проявлять решительность, если чувствуете, что это не дает вам того, чего вы хотите, не удовлетворяет ваши запросы женские, то вот меч в руках, им даже не обязательно махать, просто мужчине показать, что мне нужно то-то, то-то, то-то. Ты можешь мне это дать? Пожалуйста, я тебя принимаю. Не можешь? До свидания. Тут вот, помните, в каком-то раскладе, кто смотрит мои прогнозы, по-моему, даже в прошлом раскладе, я говорила, что нужно уметь вовремя слезть с дохлой лошади. Не тяните вот эти отношения нересурсные для вас за собой. Эта лошадь уже сдохла. Она уже не дает вам ничего, никакого ресурса вам не дает. Вы в этих отношениях не расцветаете, не хорошеете. Отношения для вас полезны только там, где вы от них, ну просто хорошеете, расцветаете. Вы весела, прекрасно, красиво, на вас мужчины оглядываются. Вот это отношения. А если эти отношения заставляют вас сидеть у окошка и выглядывать, когда же он ко мне придет, когда же он что-то как-то ко мне проявится, когда же он уделит мне время, внимание или что-то в постоянном ожидании, это дохлая лошадь. С нее нужно слезть, найти живую и оседлать и приручить. Так, с этим моментом понятно, что к вам на порог ступает. Понятно. Так, ой, одну лишнюю карту забрала. Извиняйте, вот она, пажик. Оставляем. Так, теперь, что уже дверь открывает? Слушайте, к вам уже дверь открывает какой-то другой персонаж, я так понимаю. Не вот этот вот кубковый ловелас, а серьезный мужчина. И смотрите, по пажу жезлов это предложение может быть очень. По шестерке жезлов это успех, победа. По королю мечей если это персонаж мужской, очень достойный персонаж. Да, этот персонаж не будет вам слать смс-ок с поцелуйчиками и сердечками, возможно, как вот этот делает. Он будет, может быть, в проявлении эмоций сдержан, но это человек дела. Это человек дела. Для него любовь, для него это его дела. То есть вот он проявляется именно в поступках. В поступках. Этот человек способен на поступок. Этот человек способен на флирт, на эмоции, на какие-то там сексуальные проявления. Не более того. Больше ничего. Он и заставляет вас ждать, заставляет вас переживать, заставляет вас находиться в нересурсном состоянии. Так, возьму пояснение здесь. Может быть, мы что-то не так поняли. Может быть, это этот же мужчина вдруг начнет проявляться по-другому. Что это за мужчина? Что это за король мечей? Кто это? Это может быть какой-то ваш бывший.
Это может быть даже ваш бывший муж, потому что выпал Иерофант и выпали... Это как будто бы человек, о котором вы ничего не знаете, давно не видели, может быть. Может быть, вы вообще его не знаете. Так, еще одну подсказочку. Победа. Паж жезлов, это что? Перспектива, выбор. А знаете, вы, возможно, на выборе стоите. Очень может быть. Очень может быть, что вы стоите на выборе. Да, вот. Вам нужно выбрать кого-то. Двойка кубков. Вот. Девочки, давайте я тогда вам беру совет. Вот. Какого короля выбрать? Очень может быть, что вы в браке. Очень может быть, что вы тоже, что вы в браке. Вот. И еще какой-то король. И вы как бы на выборе. Вы на выборе. Так. Совет. Ну и совет. Два старших аркана. Башня и страшный суд. Когда падают старшие арканы, тут как будто бы от вас уже мало что зависит. Понимаете, все как будто бы по судьбе, по карме. Но так как это упало вам в совет, что вот что будет происходить, то будет. Постарайтесь изо всех сил занять какую-то более выгодную для себя позицию, как-то защититься. Я уж не знаю, что тут у вас происходит, но тут вот что-то такое, какая-то кармическая ситуация. Видите, тут человек поднялся как бы чуть-чуть на горку, видите, вот тут он стоит, а тут как будто бы чуть ли не пропасть, видите, обрыв какой-то. И он стоит выше, и он защитился жезлом. И поэтому вот эти направленные уже 6 жезлов на него, они его не очень-то достают, потому что они внизу остались. Вы знаете, вы вот тут вот повешенный вам 2 раза упал, тут и вот в подсказках. Вот эта ситуация, подвешивают вас, повисите, это и вот эта вот ситуация, видите, человек висит вниз головой, в классической колоде тут еще сияние над головой. Вот это над ситуацией поднимитесь. Тоже над ситуацией поднимитесь вверх. Не внутри ситуации крутитесь там, вертитесь, варитесь, когда вам ничего не видно и непонятно. А вот так приподнялись, и сверху вы уже увидите вот это все по-другому. И если даже будет что-то рушиться, будет рушиться то, что должно разрушиться. Либо отношения с этим королем, либо с этим. А страшный суд – это возрождение. Возродится то, что должно возродиться. Вот все. Ваша задача на этот период времени – это самое ближайшее. Стучит, гремит, на порог вступает, дверь открывает. Это самое ближайшее, что вас ждет. Вам нужно, да, принять эту ситуацию, что вас подвешивают, что вы подвешены, вы не можете сделать выбор. Но прежде чем сделать выбор, вам действительно нужно над ситуацией побыть, выше ее, чтобы смотреть на нее сверху вниз. И ничего не делать, подождать. Тут само, все будет происходить само. Разрушится то, что должно разрушиться, и возродится то, что должно возродиться. Все, первый вариант я благодарю. Надеюсь, что я вас не запутала. Надеюсь, что вам понятно. Мне тут ситуация понятна, но она, понимаете, тут же не для одного человека расклад, тут для многих. И у многих будут какие-то свои нюансы. Тут, возможно, где-то кто-то сама женщина в браке, возможно, мужчина только в браке, возможно, и тот, и другой. Возможно, что вообще никто не в браке, все свободны, но есть другие какие-то факторы, которые препятствуют. Понимаете, вот с этим нужно как бы повисеть над ситуацией, посмотреть над ситуацию сверху и дать время, чтобы оно само как-то решилось. Окей. Второй вариант. Стучит, гремит.
Замечательно. Смотрите, в вашу жизнь просится, стучит, гремит, просится какая-то гармонизация. Оно, знаете, как будто бы происходит само собой, как по волшебству по какому-то. Видите, какая прекрасная карта? Химия происходит, из кубка в кубок переливается волшебная жидкость, и все происходит само собой самым чудесным образом, под защитой высших сил, вот они, ангельские крылья. А что происходит? Успех, победа, победитель. В чем-то вам идет фарт какой-то, какая-то удача, какой-то успех. В чем-то. А вот она, тройка пентаклей. Это какой-то возможно, деловое какое-то сотрудничество, потому что здесь как будто бы какая-то в вас будет у кого-то востребованность. Вы будете востребованы, вы будете запрошены, или какие-то заказчики в вашем бизнесе к вам придут, которые крупный заказ разместят, чем бы вы там ни занимались. Либо к вам возможно, вам какую-то должность даже предложат, возможно, какую-то работу, если вы давно работу искали, работу найдете. Возможно, если вы еще только учитесь, возможно, что какие-то будут успехи в учебе, что к вам прямо будут обращаться даже там. Возможно, даже это в личных каких-то отношениях, возможно, кому-то придут, засватают вас прямо, чуть ли предложение не сделают. Вот тут что-то такое. И я не буду тут брать добавочные карты, уточнять, потому что тут у каждого свое. Тут у каждого свое. Тут, возможно, и в деловой сфере, и в личной сфере будет какая-то удача, какой-то на вас запрос. Понятно, да? Кому-то вы прямо будете очень нужны. И вот это еще и создание какого-то союза, либо делового, либо какого-то дружеского, либо какого-то... Вот тут вот что-то такое. Хорошо. На порог вступает. Повторилась эта карта. Вот эта карта повторилась, вот она. Вот этот вот какой-то деловой такой союз, прям такой тандем, прям вот какое-то такое плодотворное сотрудничество, либо творческий проект какой-то, либо что. А тут четверка, вот эта тройка пентаклей, это четверка пентаклей. Четверка пентаклей, это, знаете, это вообще-то карта ценностей, это все для вас ценно, говорит о том, что все для вас ценно. Но тут, смотрите, тут еще предупреждение. Вот эта карта еще читается иногда как чрезмерная осторожность, чрезмерная бережливость. Это, конечно, все хорошо, но тут вам вот это нужно принять. Это вам как удача идет. Вот этот вот, кто будут, может, вам будут предлагать какую-то, как это слово называется, коллаборацию, объединиться с кем-то. Допустим, какие-то там две линии, или творческие, или производственные, или что, вот что-то. Вот это, потому что вот тут вы выходите вот в какой ресурс чудесный. Это маг. Это мастер, это высший профессионализм, это могу, хочу, делаю, знаю, как сделать. Вот понимаете, вот тут вот что-то такое. Это вот идет прямо вот это и ведет продолжение этого. Вот, эта карта тут повторилась. Хорошо, хорошо. Так, по второму варианту мне почему-то вот хочется, знаете что? Хочется... Вот это вот четверка пентаклей, о чем говорит? Это предупреждение, что прям впрягаться в это? Или это говорит о том, что это прямо для вас ценное предложение будет? О чем это вообще? Ну, карта всеобщего счастья прямо упала. Знаете, это какое бы предложение вам ни делали, возможно, говорю, возможно, даже тут кубки упали, возможно, даже для кого-то из женщин, из девушек проиграется, что вам будет предложение делать руки и сердце. Вот прямо засватали, пришли рассматривать. Для кого-то это будет какое-то сотрудничество предлагать, либо вас как специалиста к вам обратятся.
обратятся к вам с каким-то заказом, с каким-то запросом. Придет какой-то клиент или клиентка, которая, ну так вот ресурсная такая, с которой вы прямо продвинетесь или с которым вы продвинетесь очень хорошо. Вот тут вот подсказка такая, что это идет вам как счастье, как удача. Подтверждает вот эту карту. Хорошо. Дверь открывает. Ну надо же. Смотрите, король кубков. Очень-очень для многих женщин здесь падает именно любовная сфера. Да, любовная сфера. Король кубков, солнце. И дальше пошли. Пошли. За спиной оставляете что-то, и в принципе все хорошо, а идете во что-то новое. Прямо как за мечтой. Вот, видите, 8 кубков стоит ровненько, красивенько. Луна светит, темно, толком не знаете, вот тут вот как бы толком не знаете, как все сложится. Но вон, как в виде созвездия кубок, и он манит, он обещает какие-то перспективы, и по доброй воле идете. Вот тут вот что-то такое. Смотрите, для кого-то это будет деловая сфера, для кого-то это будет творческая, возможно, а для кого-то это именно любовная. Именно любовная. Ну, согласитесь, когда мы идем во что-то новое, когда мы начинаем чем-то заниматься, вот, ну и даже если замуж согласились выйти, мы не всегда на 100% может быть уверены, что вот там вот будет у нас все вот так, как мы хотим. Всегда имеет элемент чего-то, какой-то неясности. Вот. И эта карта говорит об этом, что да, двинетесь, но такой полной ясности на успех предприятия стопроцентной, конечно же, не будет. Но вот тут карты вам советуют, что это вот удача, что это вот прямо по старшему аркану умеренности и по старшему аркану маг, это как будто бы и солнце старший аркан, 3 старших аркана прекрасных падает. Это как будто бы как по судьбе вам подарок идет. Так, о чем здесь 8 кубков? Почему 8 кубков? Да, по Луне, потому что все вот как-то будет, ну не до конца все будет понятно. И что? Еще раз. Вот смотрите, как похожи эти все 3 карты. Луна, Луна, Луна. Когда Луна, тогда все зыбко, скрыто, как бы иллюзорно. Здесь вот вы оставляете что-то за спиной и уходите. Здесь почему? Потому что не все понимаете. Как-то все немножко... Здесь тоже вот мужчина посадил женщину, ребенка даже, в лодку, защитил мечами и поплыли. Опять Луна. Плывем к новому. Плывем к новому. Как там будет, точно не знаем. Так, хорошо. А дайте тогда совет женщине на второй вариант. И тут и в деловой сфере, и в личной сфере тут дело связано с мужчиной. Так, что тут? Девочки, ну, что я тут могу еще сказать? Король кубков, королева кубков. Это любовная любовь, очень может быть. Если это касается деловой сферы, то это говорит о том, что вот персонаж, который будет как бы, ну, возможно, это заказчик ваш будет, возможно, это будет персонаж, который будет предлагать сотрудничество, неважно. Это вот, видите, падаете как парой. Не обязательно это будет прямо вот любовная пара и брак, хотя тоже очень может быть. Да, вы будете в равной степени как бы немножко рисковать, не будучи уверены, как все будет. Но вам говорят, что надо, тут об объединении речь идет. Видите, 2 раза повторилась вот эта карта об этом тандеме. И вам говорят, что надо это предложение рассмотреть и, возможно, принять. Все.
Так, благодарю. Третий вариант, второй вариант. Переходим к третьему. Так, второй вариант. И давайте я эти варианты сдвину. Немножечко к центру возьмем третий вариант. Третий вариант. Стучит, гремит. Смотрите. Ситуация двойственная. Какая-то такая ситуация, когда хочется удержать и одно, и другое. И прямо вот уже прямо как эквилибрист вытанцовываете вы что-то, удержать и это надо, и это уже как будто давно происходит. Потому что или может затянуться надолго. Видите, знак бесконечности выписывают вот эти вещи. И это, конечно, очень волнительно. Видите, сзади за персонажем волны, и тут кораблики прямо на волнах, прямо... Это о чем-то говорит таком, знаете как? Ситуация такая, как будто бы и нашим, и вашим. Недавно слышала тоже у кого-то, и нашим, и вашим за 2 копейки спляшем. Вот тут как будто бы вот... Или кто-то к вам будет так проявляться двойственно, типа и с тобой, и еще с кем-то, и вот, да, понимаете? А дальше еще хлеще. Смотрите, посмотрите внимательно на эту карту. Это 5 жезлов. Тут 5 персонажей что-то тут молотят вот этими жезлами, каждый сам за себя, и непонятно, то ли они поколотить друг друга хотят, то ли они хотят что-то выстроить из этих жезлов. Есть такая версия, что они хотят их поставить так, чтобы получилась пентаграмма. Но она у них нифига не получается, потому что они не согласованно работают, они не... То есть вот тут вот какое-то несогласие. Вот или в каком-то коллективе несогласие, если вы в сотрудничестве в каком-то находитесь, или в семье какое-то несогласие, или вот какая-то несогласованность и вот какая-то двойственность погружает вас вот в эту печальку. Вот тут вот печалька, вот тут вот 5 жезлов, а тут 5 пентаклей. Это карта необоснованной грусти, печали, потому что как будто непонятно, ну что, ну как из этого выйти. Из этого есть выход на самом деле. Тут укутанный в черный плащ персонаж в глубокой скорби и печали смотрит на 3 опрокинутых кубка. Все пропало, все пропало. На самом деле за спиной 2 еще стоят наполненные. Через реку мост, за рекой замок. Это все возможности, это все то, что можно использовать для вашего ресурса. Но вы этого как будто бы не видите. Вот стучит, гремит, к вам какая-то такая ситуация двойственности, несогласованности и печали по этому поводу. Хотя печалиться не надо, есть возможности это решить. Хорошо. Давайте подсказочку возьмем. Что тут самое главное? Как можно решить эту ситуацию? Как можно эту ситуацию решить? С кем совпал вариант, те, конечно, узнают свою ситуацию. Вот, что тут может быть. Вот, так. Как решить эту ситуацию? Тут нужна трансформация. Эту ситуацию надо пережить. В этой ситуации по старшему аркану смерть вам, как говорится, да, вот старший аркан говорит о том, что нужно пройти трансформацию. Сильно печалиться и грустить не нужно, потому что вы увидите, как только пройдете эту трансформацию, и вы, и персонажи, которые включены в эту ситуацию, вы увидите и эти кубки, и этот мост, и этот замок. Вот так вот. Нужно просто пройти, но эта трансформация нелегкая, я сразу говорю. Вот идет вам вот эта ситуация, которая заставит вас пройти этот период трансформационный. Это, знаете, это как умереть и родиться заново. Это подняться на другую ступеньку, понимаете? Пора подниматься. А вот тут вот и вы за старое держитесь, и в новое хочется взять, и старое не упустить. И вот тут вот никакой согласованности и невидения перспектив. Трансформацию придется пройти. Окей, хорошо. Дальше. На порог вступает. На порог вступает. Ой-ой-ой. Смотрите. Старший аркан
справедливость, правосудие и старший аркан дьявол. О короле мечей я потом скажу. Давайте. Посмотрите, что тут в тандеме вот эти две карты вместе в сочетании могут сказать. Обратите внимание на аркан, на 11-й аркан старший. Смотрите, правосудие, справедливость. В этой колоде ведьм на весах белая и черная кошка. Добро и зло. У каждого оно свое. У каждого свое хорошее, свое плохое. Есть мое хорошее, есть твое хорошее, есть ее хорошее, есть его хорошее. И понимаете, у каждого оно свое. А дьявол – это искушение. Это искушение. И тут как будто бы, вот тут вот вы хотите что-то взять, как будто бы, новое, и удержать старое, понимаете? Вот верхний, и тут вот продолжение. Конечно же, это идет продолжение, наверное, связано с этой же темой. И очень может быть, что это связано с королем мечей, потому что не просто так же он тут у нас упал, самый первый в этом триплете. Возможно, речь идет о мужчине. Возможно, вам нужно делать выбор. Если вы в браке, например, и есть мужчина другой, то тут, как говорится, вот вам, что на порог ступает. Нужно выбрать. Нужно выбрать. Потому что вот этот выбор – великое искушение, искушение дьявольское, просто по дьяволу. Вот. Хочется и страшно, и хочется получить то, чего хочется. Так, надеюсь, вы поняли то, что я сказала. Так, ну, тут никак нельзя без пояснения. Давайте. Так, что же здесь самое важное? Как тут можно решить эту ситуацию? Вот здесь вспомнили, да, что здесь нам упал старший аркан смерть. Тут трансформацию проходить. Что нам здесь скажут? Давайте, вот я перед вами тусую карты. Раз я так вас предупредила, наверное, что-то будет важное, чтобы вы видели, что я беру из колоды карту. Так, что же? Король кубков. Все ясно. Смотрите. Выбирать из двух королей. Король мечей, король кубков. Очень может быть, например, король мечей – это ваш муж. Вот. Либо вы женщина свободная, но есть два мужчины, и вы не знаете, кого выбрать. Вот. Вам говорят выбирать любимого. Кубки – это чувства, эмоции. Выбирать любимого, выбирать сердцем. Да, и еще одна карта трансформации. Что-то придется разрушить. Башня. Вот она, ведьмочка стоит, вот ее волшебная палочка. Она ей махнула, и рухнула башня. То есть придется что-то разрушить. Что уж там вам придется разрушить, если вы не в браке и не идет речь о разрушении брака для того, чтобы выбрать любимого мужчину, то здесь, может быть, вам придется от чего-то другого отказаться. Возможно, вам придется переехать в другое место жительства к этому мужчине. Либо вам придется даже отказаться от чего-то, чем вы занимаетесь. Ну, как будто что-то придется из вашей жизни разрушить. По карте смерть что-то придется трансформировать. Вот тут вот, чтобы вот выбрать то, что нужно, и чтобы увидеть вот эти перспективы, вам придется от чего-то отказаться. Так, ну хорошо, ладно. Дальше. Дверь открывает. Да все у вас прекрасно будет. Все будет замечательно. Все, знаете, все даже само собой как-то решится. Вот посмотрите внимательно на эти прекрасные три карты. И тут может быть действительно связано у кого-то с любовью, а у кого-то может быть связано с деловой сферой.
Вот тут вот если вот работу выбираете, и тут вот король мечей, и тут еще упал король кубков, да, ту или другую выбрать работу, что лучше, одно прямо манит, искушает, другое. Так вот вам говорят, что выбирайте, к чему сердце тянет, где положительные, туда, где положительные эмоции испытываете. И здесь смотрите как. Вот здесь вот уже прямо дверь открывает, это прямо будет все как будто бы само собой. Вот эта карта, какая-то высшая химия сама собой происходит, и под защитой высших сил, ангельские крылья, все как-то прекрасно решается. Прекрасно решается. Вот новое. Это может быть новая любовь, новая сфера деятельности, но она такая на прекрасных эмоциях. Видите, это туз кубков, туз единица, это начало нового. А дальше идет, смотрите, какая красота. Эта карта, она символизирует какой-то такой труд, какие-то такие вложения во что-то, которые вы делаете спокойно, уверенно, пусть, да, монотонно, как-то обыденно, но это только потому что это ваше. Понимаете, это ваше. Если тут вот речь идет о работе или о каком-то сотрудничестве, то да, вот оно как бы само решается, и это ваше. Если это о личных отношениях, выбор между мужчинами, да, вот так все само собой решается, и вы понимаете, когда вы уже вступаете в эти отношения, когда нужно в них вкладываться, вы вкладываетесь как мастер. Это ваше. Вы можете почти с закрытыми глазами там все делать так, как надо. Вот понятно я, наверное, объяснила? Если, ну, не знаю. То есть вот эта карта, она, казалось бы, пентакливая какая-то. Тут, понимаете, тут старший аркан, и тоже кубки, и тоже волшебная жидкость. Тут туз кубков, и тоже эмоции через край переливаются, и голубь с оливковой веточкой, и тут прямо лотосы цветут. Все прекрасно. Вот это вы принимаете, вот это, то есть эмоциями своими принимаете, выбираете, к чему сердце тянет. И потом вы, когда это выбираете, вы тут, да, может быть, это будет как-то немножко монотонная такая работа, но она почему такая? Потому что вы там уже, ну, как профессионал работаете. Если это семью создали, то вы тоже там, вы прямо вот молодец-то. Вот это персонаж, он тут молодец. Он деньги делает, пентакли делает. Что такое пентаграмма? Тут 8 пентаграмм. Пентаграмма это, ну, самое лучшее, что может быть. Это и человека символизирует. Вот они, 5 углов, 5 концов. Это, то есть все самое, и самое главное, пентаграмма это духовность. Это не говорит о том, что это только материально. Тут еще и духовность на высочайшем уровне, и какое-то мастерство, деловитость какая-то на высочайшем уровне, девочки. Дорогие. Так, третий вариант, я вас тоже благодарю. Кто не подписался на мой канал, мои дорогие, подпишитесь. Включите колокольчик, чтобы своевременно получать уведомления о моих новых раскладах. Поставьте мне лайк. Всегда рада вашим комментариям. Отпишитесь, как вам этот расклад и что вообще у кого-то совпало. Потому что это на самое ближайшее время. Понимаете? Вот уже сегодня, завтра, послезавтра. Вот. Ждите этого в основном. Но, может быть, у кого-то это немножко растянется во времени. Но практически редко, когда в таких раскладах растягивается более чем на месяц вот эта ситуация, которая вот тут выстроена у нас. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам всего самого прекрасного. Будьте здоровы и счастливы.